Сегодня у нас в гостях Бен Вайс из Массачусетского технологического института, факультета наук о Земле, атмосфере и планетах. Бен учился в Амхерстском колледже, затем получил докторскую степень в Калифорнийском технологическом институте. И уже 9 лет работает профессором в Массачусетском технологическом институте, если я правильно помню. С 2004 года. Да. Хорошо, 9 лет. Итак, Бен руководит лабораторией палеомагнетизма, о которой я никогда не слышал, и мне все еще хочется туда попасть. Потому что многие люди, особенно Димитар, говорили мне, что это действительно крутая лаборатория в Массачусетском технологическом институте, где изучают магнитные свойства метеоритов в контексте формирования нашей Солнечной системы. Я ищу Ирвина. Я его не вижу. Я хочу рассказать вам небольшой анекдот, который Бен рассказал мне сегодня утром. До того, как он поступил в Калифорнийский технологический институт, он был аспирантом здесь, в СИЭ, и вместе с Ирвином проводил исследования с помощью радара. И затем переключился на наблюдение с помощью ВЛБ. Как ни странно, Бен, будучи радиоастрономом, сначала работал здесь, но больше не работает. Я тоже летом работал в НРАУ. Я бы тоже хотел знать. Видите? Ладно, давайте начнем. Бен расскажет вам о дифференцированных планетиземалях и родительских телах метеоритов. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили меня поговорить с вами. Сегодня я расскажу вам о новой концепции. Это касается всех родительских тел метеоритов. Родительскими телами метеоритов, конечно же, являются планетиземали, каменные тела размером от 1 до 1000 километров, которые служат строительными блоками планет. И причина, по которой стоит об этом задуматься, заключается не только в том, что это связано с природой родительских тел метеоритов, но и в том, что это имеет большое значение для двух основных тем, касающихся происхождения Солнечной системы. Первое – это родительские тела метеоритов в планете Земали. Это своего рода потерянные миры, которых больше не существует, потому что они либо стали планетами, либо были выброшены из Солнечной системы, либо упали на Солнце. Это удивительные места, которые стоит исследовать. Что там было? Какие вопросы можно задать о том, на что были похожи эти места, какова была их история? Как они эволюционировали? Какова была их внутренняя структура? Как они эволюционировали? Подразумевается, что внутренняя структура астероидов, которые являются их современными реликтами в Солнечной системе, похожа на них. В частности, генерировали ли они металлическое ядро? Что это может означать для тепловой эволюции планетиземалей? Как они теряли тепло? И может ли это даже рассказать нам что-то о физике теории Динамо? Потому что если они генерировали магнитные поля, то они были бы самыми маленькими объектами, которые это делали. Таким образом, они как бы исследуют интересную часть фазового пространства параметров. Кроме того, вопрос о происхождении и природе родительских тел метеоритов связан с более масштабной проблемой формирования планет. Я собираюсь рассказать, как вы увидите, о магнитных измерениях метеоритов. И это действительно интересно для темы, о которой я говорил на обеде в ИТК. Возможности обнаружить свидетельства древних магнитных полей туманностей и примитивных материалов Солнечной системы. Мы хотим это сделать, потому что некоторые из ведущих идей о том, как происходил перенос массы и импульса в диске, который, как мы считаем, необходим для перехода от диска к нынешней конфигурации, когда вся масса Солнца и почти весь его вращательный момент сосредоточены в планетах, связаны с магнитными полями. Поэтому, если бы мы могли проверить эти идеи напрямую, измерив магнитное поле, это было бы здорово. Кроме того, это дало бы нам представление о временных масштабах, в течение которых происходит аккреция планетиземалей и их зародышей. Зная временной масштаб аккреции, можно начать думать о различиях между разными механизмами аккреции. Все это связано с темой, о которой я сегодня буду говорить. Выступление в 3 частях. Сначала я познакомлю вас с родительским телом метеорита, потому что я знаю, что здесь не все специалисты по метеоритам. Затем я расскажу вам о намагниченности, то есть о древних магнитных полях, которые сохранились в метеоритах, особенно в углеродистых хондритах. Они образовались на ранней планете, о которой мы ничего не знаем.
Возможно, ее уже и не существует. Она разрушилась. И, наконец, я расскажу вам, что все это может значить для двух тем – планетоземали и формирования планет. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, так что если у вас есть что спросить, не стесняйтесь. Давайте сначала поговорим о родительских телах метеоритов. В области метеоритики примерно с 1964 года существует доминирующая парадигма, которая была сформулирована в обзоре метеоритов, написанном Эдом Андерсом. В общем, считается, что существует два типа планетарных объектов. Первый тип – это полностью дифференцированные объекты, то есть они имеют радиально-слоистую структуру с разным составом, обычно с металлическим ядром из железа и никеля, покрытым магматической породой. Другими словами, эти объекты в основном расплавились, и из-за несмешиваемости железа и его плотности оно опустилось вниз и сформировало планетарное ядро во время масштабных процессов плавления. Так мы считаем, что происходит с планетами размером с Землю. Вероятно, это относится и к астероидам. Второй тип объектов – это те, которые не расплавились. Это родительские тела так называемых хондритов. Это скопления космической пыли, которые под действием гравитации собрались вместе и с тех пор не подвергались плавлению. Эти объекты содержат самые примитивные материалы Солнечной системы, те, что мы нашли в туманности и о которых я говорил на семинаре за обедом. Вы все еще подразумеваете наличие градиента состава? Хорошо, что я имею в виду. Спасибо, что спросили. Дело в том, что это не градиент состава, но с родительскими телами хондритов может произойти следующее, из-за того, что они могут содержать немного алюминия-26 или какого-нибудь короткоживущего радионуклида, они могут нагреться после того, как сформируются и стать внутренне метаморфизированными. И тогда в теле может возникнуть радиальный градиент пиковой температуры, понятно? И это настоящая проблема, потому что это означает, что вы можете восстановить все записи о туманности, которые у вас могут быть, с помощью этого процесса. Даже если они и не растаяли, они могли растаять. Возможно, эта структура луковой скорлупы образовалась в результате метаморфизма и изменения водной среды. И наверняка именно это и произошло. Большинство этих метеоритов были довольно сильно повреждены, даже если они не расплавились. Все в порядке, так что я думаю, мы наконец-то нашли несколько образцов, которые не были повреждены, и именно об этом я говорил на семинаре за обедом. Хорошо, так вот, суть вот в чем. Я хочу подчеркнуть, что эта картина, которая является абсолютно доминирующей, на самом деле подразумевает наличие бимодальности в природе планетарных объектов. Они полностью расплавлены или не расплавлены, возможно, претерпевают различные метаморфозы и значительные изменения. Все в порядке. Таким образом, это послужило своего рода основой для общей классификации метеоритов, согласно которой метеориты в основном делятся на две большие категории. Хондриты – это образцы тел, которые не расплавились, но, возможно, подверглись метаморфозе, потому что они названы в честь хондр, свободно плавающих объектов в туманности, которые были созданы под действием силы тяжести, чтобы сформировать родительские планеты Земли. Кроме того, так называемые ахондриты – это образования бесхондритов, которые в основном являются продуктами процессов плавления планет. Базальты, железные метеориты и тому подобное. И, конечно же, существует огромное количество подклассов этих образований. Считается, что каждый из этих невероятно разнообразных подклассов представляет образцы, взятые из одного родительского тела одной планеты Земли. Возможно, так оно и есть. Я уже упоминал о хондритах Сиви. Это разновидность хондритов, которые, как считается, произошли от родительского тела Сиви. Вот пример, который вы можете увидеть здесь. Почему у него такое название? Да, буква «С» означает, что это углеродистый метеорит, в котором больше углерода, чем в обычном метеорите и других летучих веществ. А буква «В» означает, что первый найденный метеорит назывался Вигана. Он упал в Италии. Теперь ты понимаешь, почему я не упомянул об этом. Дело в том, что существует множество непонятных терминов, от которых я стараюсь держаться подальше. Но тебе нужно знать, что когда ты видишь CV, CAR или CM, это просто разные планетоиды. Если бы мы знали, где они находятся, мы бы дали им название, например, Марс, но, возможно, их уже не существует. Они могли разлететься на части. В большинстве случаев мы не знаем, где находятся эти тела, и, возможно, их уже нет. Но здесь ты видишь, что это обломок породы. Это космический осадок. Он образовался из хорусов, свободно плавающих объектов, вот таких. У меня есть лазерный принтер. Это маленькие шарики. А некоторые из этих неправильных объектов, кальций-алюминиевые включения, тоже были свободно плавающими. С тех пор он
он не плавился. Хорошо, а теперь для сравнения я могу добавить еще миллион таких слева. Это анардиты. Вот один из них, называется Иптира. Это впечатляющий образец лавы, которая вытекла на поверхность астероида в вакууме и катастрофически дегазировалась. Ты можешь видеть, как пузырьки этой лавы буквально вырвались в вакуум. Удивительно. Похоже на то, что можно увидеть на Гавайях. Хорошо, вот тебе пример. Это образец родительского тела эукитов, хотя это может быть и невеста для тех, кто знаком с эукитами. Но это точно тело, которое разделилось на части. Хорошо. Так вот, эта идея не всегда была доминирующей. Я предполагаю, что Джона Вуда здесь нет, верно? Все в порядке. Вот слайд из его докторской диссертации в Массачусетском технологическом институте. Он никогда не публиковался. Он находится на последних страницах докторской диссертации. И вот здесь. Сейчас 1958 год. Мы наконец-то опубликовали его. Он, вероятно, этого не знает. В начале этого года мы опубликовали статью в нашем ежегодном обзоре. Может быть, нам стоит оставить все как есть. И эта фотография отражает то, что было на самом деле. На самом деле это альтернативный взгляд на происхождение метеоритов, который был доминирующим до начала 1960-х годов. Многие люди, большинство людей считало, что они образовались из одного или небольшого числа тел, расположенных радиально-слоистыми слоями, опять же по составу. Железные метеориты исходят из центра, а затем весь этот разнообразный зоопарк различных охондритов здесь наверху. Никаких огней, теперь мы знаем, что они с Марса. Агриты, шессиниты, диогениты – все это просто разные магматические породы. А на поверхности находятся все те же хондриты, которые не расплавились. Идея заключалась в том, и в этом есть большой смысл, что эти вещества плавятся в основном потому, что они слишком малы, чтобы обладать существенной энергией гравитационного образования для их расплавления. Затем, если они образуются достаточно рано в истории Солнечной системы, они приобретают приличный набор короткоживущих радионуклидов, таких как алюминий-26, которые в этом случае имеют относительно короткий период полураспада, около 700 лет. И ты сильно нагреешься от этого, если сформируешься в течение, скажем, нескольких периодов полураспада алюминия-26, а затем расплавишься изнутри, при этом температура снаружи в идеале останется примерно такой же, как в космосе. Идея в том, что все это было гигантским родительским телом из хондрита, а затем оно частично расплавилось изнутри. Понятно? Вот в общем и вся картина. Это своего рода смесь двух объектов, которые мы показывали ранее, изменяющийся, но не расплавленный внешний вид и расплавленный внутренний интерьер. Вот это наводит на мысль. На самом деле именно об этой идее я и собираюсь поговорить. На самом деле я как бы возродил эту идею. На самом деле существует непрерывность в природе дифференциации планетарных объектов, что есть все, что находится между ними. Хорошо, так почему же они исчезают? Почему от этого отказались? И это невероятное количество геохимических данных, например, показывает, что многие метеориты не могут образоваться в результате плавления других типов метеоритов, в результате процессов планетарного плавления. Тебе нужно было начать с начальной точки. Родительские тела должны были иметь начальный состав, как элементный, так и изотопный, что делало невозможным фракционирование таким образом, чтобы получить все разнообразие, которое мы наблюдаем в метеоритах. Один из самых известных примеров такого набора данных – это изотопный состав кислорода. Я предполагаю, что вы все знакомы с этим обозначением. По сути, это 1000% отклонение изотопного состава кислорода-18 в горной породе от некоторого стандарта. В данном случае это земная вода. А затем то же самое частичное отклонение. Опять же, это соотношение составляет от 18 до 16. Конечно, 16 – это доминирующая форма кислорода. Таким образом, это частичное отклонение изотопного состава от 17 до 16 в частях на 1000. Так что, как вы видите, если вы посадите все, то сможете увидеть это. Здесь настоящий зоопарк. Вы видите, что здесь есть резюме. Каждый из этих цветов символизирует разные части тела, ясно? И вы видите, что они разбросаны по всей карте. Земля изображена вот вдоль этой серой линии. И поэтому большинство объектов не совпадают с Землей. Считается, что это связано с условиями формирования в туманности, где каждый объект создается отдельно. Поэтому такое разнообразие невозможно получить только в результате процессов плавления планет. Кроме того, существует множество других изотопных систем, которые показывают такое же квантование, если можно так выразиться, в изотопном составе. Можно построить шестимерный график, например, по молибдену, рутению, хрому, титану, и там будут маленькие пузырьки с большим расстоянием между ними. Таким образом, очевидно, что геологическое разнообразие трудно объяснить плавлением.
Короче говоря, невозможно, чтобы все метеориты образовались из одного тела. Это главное. Мы также поняли, что тело размером с Луну не могло быть разрушено в результате катастрофических столкновений, потому что для этого не хватило бы крупных тел. Мы также начали замечать, что метеориты поступают из пояса астероидов. Было сделано много наблюдений. Скорость охлаждения железных метеоритов слишком высока, чтобы они могли находиться глубоко в теле размером с Луну. Есть много-много наблюдений. Таким образом, нет никаких сомнений, что существует несколько родительских тел для метеоритов. Но они... И они довели это до крайности, можно сказать, или я могу сказать, что на самом деле ахондриты не происходят от хондритового родительского тела. Это может показаться мелочью, но на самом деле это имеет очень важные последствия. Итак, начиная с конца 90-х годов, эта картина стала усложняться из-за, пожалуй, самого важного открытия в области метеоритов за последние несколько десятилетий. Открытие так называемых примитивных ахондритов. Это на обложке этого раздела. Это называется находка в карьере. Я не знаю, где это, извините. Где-то в США. Если посмотреть на состав этой черной части, то она похожа на хондрит. Другими словами, из нее не извлекали какие-то вещества, чтобы, например, сделать ядро. Она богата железом, как и любой нерасплавленный объект. Она богата гидрофиловыми элементами, которые обычно входят в состав ядра, например, платиной или чем-то подобным. В ней полный набор космических элементов. Но вы видите, что железа здесь немного, и в этом конкретном образце видны металлические прожилки. Это частично расплавленный метеорит, который нагрели, но не довели до полного расплавления, а до так называемого солидуса, то есть он был частично расплавлен. Из него извлекли небольшой объем расплава. И первое, что выйдет, это металл, понятно? Это как будто вы нашли металлическую жилу, которая должна была образовать ядро этого тела, но застыла на месте, прежде чем успела вырасти. Это остатки, то, что осталось после того, как вы немного расплавили его, понятно? Так что это не магматическая порода на самом деле. И это не совсем хондрит. Это так называемый примитивный хондрит. Он определяет третью группу метеоритов, которые находятся между этими двумя крайними группами. Теперь мы знаем как минимум о двух и, возможно, о нескольких других группах метеоритов из этого примитивного ахондрита. Я бы сказал, что наше сообщество еще не до конца осознало и проанализировало значение этого открытия, и я отношу себя к этой категории. Это действительно вызывает целый ряд вопросов о том, действительно ли эта картина нерасплавленных и расплавленных тел может выдержать критику, учитывая обнаружение этих вещей. Для меня это очень интересно. Я узнал об этом только после того, как начал этим заниматься. Если посмотреть на таких людей, как Джон Вуд, Эд Андерс и других, которым было чуть больше 60 лет, то одним из наблюдений, которое заставило их всерьез задуматься о том, что все метеориты происходят из одного тела, были первоначальные измерения магнетизма хондритов. Они обнаружили, что у хондритов очень красивая намагниченность. Они не могли представить, как это могло образоваться, кроме как из-за внутреннего ядра, глубоко под нерасплавленной, но метаморфической поверхностью, которая создавала магнитное поле. И на протяжении десятилетий об этом практически не вспоминали. Никто не мог дать нормального объяснения этому. Как вы увидите, какое-то время эту запись интерпретировали как запись о магнитных полях туманности. И это было очень важным и печальным заблуждением, потому что, как вы увидите, люди, которые использовали интенсивность магнитных полей туманности для понимания переноса массы и импульса, спасенных магнитоцентробежным ветром или МРТ, часто ссылались на эти ранние работы, которые считали, что они изучают магнитные поля туманности. Цель моего сегодняшнего выступления – сказать, что это не запись о магнитных полях туманности. Мы правильно сделали, что решили обсудить эту тему. В моем предыдущем докладе я в основном говорил о том, что у нас есть подходящие образцы для изучения магнетизма туманностей. Сегодня мы не будем это обсуждать, но в качестве небольшого анонса мой студент выступит с докладом о магнетизме туманностей 4 декабря на факультете астрофизики. Хорошо, давайте поговорим о хондритах. Я уже показывал этот слайд, поэтому прошу прощения у тех, кто его видел, но я хочу убедиться, что все в курсе. Вопрос в том, как эти объекты намагничиваются. И как мы можем отличить, скажем, магнетизм туманности от магнетизма родительского тела?
Но если говорить шире, что такое магнетизм и что он может рассказать нам о древних магнитных полях, давайте удостоверимся, что все в курсе. Итак, мы говорим о термоостаточной намагниченности. Это намагниченность, которая возникает у породы, когда она остывает в магнитном поле. Представьте, что у вас есть, скажем, поток лавы или кусок метеорита. Он горячий. И представьте, что там есть ферромагнитные частицы, например, железо, никель, металл. Или оксиды железа, такие как магнетит. Каждая из них похожа на маленькую стрелку компаса, и когда она нагревается, они просто начинают двигаться. И если есть магнитное поле, скажем, B0, то они испытывают крутящий момент. Я имею в виду, что они физически не вращаются, потому что все это происходит при температуре ниже точки плавления. Но электроны в кристаллической решетке действительно вращаются и намагничиваются в направлении поля. Если поле очень сильное, то все эти предметы будут повернуты в сторону поля. И тогда весь смысл в том, что когда поле исчезает, это отражается на намагниченности, которая по сути есть намагниченность. Это величина, которая описывает выравнивание спинов электронов. И оказывается, что в пределе слабого поля m равно нулю пропорционально b нулю. Так что если бы поле было на 2/3 меньше, чем слева, 2/3 зерен стали бы намагниченными. Те из них, которые больше подвержены намагничиванию. И m будет составлять 2/3 от первоначального m. Таким образом, вы просто измеряете буквально интенсивность намагничивания, степень выравнивания спинов электронов. И вы получите по крайней мере прямую пропорциональность с древним магнитным полем. Какое это имеет значение? У меня их было 2, 4, 6. Когда я рисовал это, у меня было 6 кругов. И я подумал, как же мне это сделать, так что я могу вращать 4 круга. А если бы я сделал 8, то получилось бы что-то вроде 3/4 или чего-то еще. Да, мне даже нравится, что мне потребовалось некоторое время, чтобы нарисовать это, и у меня получилось примерно 2/3. Это как-то странно. Должно было получиться ровно половина. Но ладно, неважно. Да, так что мы могли бы сделать это за половину. Ну что же, то, что я собираюсь сделать сейчас, равно нулю. Представь, что есть нулевое поле. И если есть нулевое поле, то в данный момент все будет происходить случайным образом. Оно будет равно нулю, хорошо? Верно? Итак, суть в том, что точка M ориентирована в направлении точки B. Таким образом, получается, что у вас записана не только интенсивность, но и направление поля. К сожалению, все наши образцы астероидов, все наши метеориты не ориентированы, поэтому мы не можем воспользоваться информацией о направлении относительно родительского тела. То же самое относится и к марсианским метеоритам. Это очень неудачные лунные камни. Так что сейчас мы пытаемся установить несколько магнитометров на одном из космических аппаратов, чтобы измерить это магнитное поле на месте, чтобы вы могли воспользоваться информацией о направлении. Но здесь мы будем говорить только об интенсивности, о том, что это говорит нам об интенсивности. Это очень прискорбно, потому что я бы сказал, что направление намагниченности, вероятно, использовалось в палеомагнетизме, который является моей областью изучения остаточного магнетизма. Самый важный вклад, который мы внесли в науку о Земле, это измерение направления вектора. Именно так мы узнаем, что поле Земли меняется на противоположное. Именно так была открыта тектоника плит и их движение. Во всяком случае, так оно и есть. Все в порядке. Давай сначала поговорим об этом парне. Это астероид Веста, недавно сфотографированный космическим аппаратом «Рассвет». Так вот, это и было целью миссии «Рассвет», потому что так оно и было. Было точно установлено, что это, вероятно, родительское тело группы ахритов, называемых эвкритами. Так вот они какие. У этой штуки есть ядро. Миссия «Рассвет» показала, что в качестве ядра это самый крупный астероид, который когда-либо посещался. Это самый крупный дифференцированный астероид, который хорошо известен. И знаешь, вопрос был в том, какова была тепловая история этого объекта. А есть ли у него сердцевина? В то же самое время, когда мы работали над этим проектом, они по сути осуществляли радиотехническое слежение за космическим кораблем, чтобы попытаться ограничить это. Создавалось ли при этом магнитное поле? И можем ли мы это обнаружить? К сожалению, на космическом корабле был магнитометр, который в последний момент сломался, поэтому мы не смогли провести измерения на месте. Это довольно забавно, потому что это был прибор Пи. Поэтому, когда мы опубликовали статью, в которой говорилось, что в метеоритах есть магнитное поле, это было как двойной удар. Что же нам делать? Мы берем образец. Это просто способ показать вам, как мы проводим измерения, и немного рассказать о магнитном поле астероидов, прежде чем мы перейдем к основам, более важным вещам. Итак, мы берем образец. Это мой студент Роджер Фу, о котором я упоминал ранее. Он занимается изучением магнетизма туманностей. Это УКИ, верно? Он называется OL8101, потому что был найден в Аллен-Хиллз в Антарктиде, в месте, где часто обнаруживают метеориты. Мы разбили его на несколько взаимно ориентированных образцов и измерили их магнитное поле.
Мы постепенно размагничивали их, чтобы удалить наложенные поля и получить наиболее стабильные данные, которые, как мы думаем, сохранились в течение миллиардов лет. Вот на что вы смотрите. Я покажу вам много графиков. Это стереограмма, которая показывает направление магнитного поля каждого из этих образцов слева, после того, как мы удалили все наложенные поля. Здесь есть много моментов, о которых нужно помнить. Он находится в магнитном поле Земли. Внешняя часть этих метеоритов нагревается, когда они входят в атмосферу. Основная проблема для меня заключается в том, что люди проверяют, является ли что-то метеоритом с помощью магнита, что полностью сбивает намагниченность. Поэтому мне нужно быть очень осторожным при выборе образцов, которые не подвергались такому воздействию. А еще на Земле есть много факторов, которые могут повлиять на намагниченность. Поэтому нужно очистить образец от любых посторонних наслоений и выбрать тот, который не подвергался перемагничиванию. Итак, после того, как мы очистим эти образцы, мы увидим направление стабильной намагниченности. И вы видите, что на этой диаграмме точки, расположенные посередине, указывают на векторы, направленные вверх или вниз. А объекты на горизонте на краю диаграммы ориентированы по экватору, то есть под прямым углом. А в зависимости от того, где они находятся на краю, они могут быть ориентированы на север, юг, восток или запад. Это, очевидно, произвольная система координат для данного конкретного образца. Таким образом, открытые символы обозначают объекты в верхнем полушарии, а закрытые символы обозначают объекты в нижнем полушарии. Итак, что вы видите здесь? Все эти фрагменты в основном намагничены в одном направлении, что соответствует нашим ожиданиям относительно того, как должен быть намагничен камень, если он образовался в присутствии магнитного поля. Потому что поле должно быть однородным в пространстве вокруг такого объекта. Например, если вы поместите магнит сюда на край, поле может быть очень искривленным. Это указывает на то, что это было какое-то внешнее магнитное поле. И мы предполагаем, что магнитное поле, учитывая интенсивность намагниченности, составляет около 12 микротесла или чуть меньше. Это довольно существенное значение. Вы знаете, оно на несколько порядков выше, чем в межзвездном или межпланетном пространстве, где магнитное поле составляет несколько нанотесла. Ну вот эта штука намагничена. И получается, что, не вдаваясь в подробности, намагнитилась она довольно поздно. Получается, что намагнитилась она может быть через несколько сотен миллионов лет после образования Солнечной системы. Это точно не было магнитное поле туманности, потому что туманность существует. 4 или 5 миллионов лет, по крайней мере, если принять во внимание наблюдения за формированием звезд, а не сотни миллионов лет. Так что единственное поле, которое могло сохраниться так долго, это внутреннее магнитное поле, как у динамо-машины, верно? И мы обнаружили это в нескольких разных хондритах, не только в эвхорите. У них красивая намагниченность, которая, как мы предполагаем, возникла в результате древней конвекции жидкого ядра этих объектов. Так что, возможно, именно у планетиземалий, самых маленьких известных объектов, есть естественное магнитное поле. Это интересно, потому что они, как нам кажется, гораздо более доступны для численного моделирования, чем более крупные объекты. И они как бы представляют собой интересную часть фазового пространства для проверки различных идей о физике динамо. Хорошо, теперь я хочу рассказать о намагниченности хондритов. Я хотел сказать, что хондриты намагничены. На самом деле я наконец-то нашел ахондрит, который не намагничен. Удивительно, что у многих планетиземалий ранней Солнечной системы, похоже, есть сильные поля. Я наконец-то нашел один, который, похоже, не может генерировать собственное поле. Сейчас я хочу сосредоточиться на магнетизме хондритов, потому что большинство людей считает, что хондриты образовались из ядер. Но вопрос в том, мог ли хондрит образоваться из чего-то, что не расплавилось, но сформировало поверхностный слой расплавленного объекта. И я хочу понять, что это значит. Это слайд, который я показывал ранее. Хондриты определяются наличием в них хондр. Это космические камни, которые образуются под действием гравитации. Они представляют собой маленькие расплавленные частицы размером около 100 микрон, сферической формы, потому что они свободно плавали в туманности. Предполагается, что эти частицы намагничиваются и таким образом сохраняют информацию о магнитных полях туманности. Когда одна из этих частиц расплавляется и застывает, в ней остаются маленькие частицы железа, которые намагничиваются в направлении этого синего поля. Когда она остывает, она сохраняет свое положение относительно центра, но она вращается и перемещается. Поэтому она может потерять это положение. Она не сохранит свое первоначальное направление в пространстве, понятно?
Это верно для каждой из этих частиц. Они намагничиваются в направлении поля, а затем, когда вращаются и перемещаются, их положение становится случайным. И суть в том, что они сохраняют это положение миллиарды лет. А затем, если они попадут на астероид, они будут лежать в случайном положении. Направления намагничивания могут быть однонаправленными в пределах одного канала, но не однонаправленными в масштабах астероида или, конечно, даже в пределах образца, взятого рукой. Таким образом, признаком магнитного поля туманности в канале будет эта принципиально не однонаправленная намагниченность. И это как бы возвращает нас к тому, о чем ты спрашивал ранее. Итак, ты знаешь, что произошло на этих фотографиях. Что это за радиальные наслоения? Это потому, что большинство этих вещей именно такие. Несмотря на то, что они не расплавлены, они подвергаются различным метаморфозам. Так что если есть. Мы уже установили, что на правильных родительских телах существуют значительные магнитные поля, и я утверждал, что это скорее всего результат действия внутреннего динамо-двигателя. Ну и что, если это произошло на одном из этих тел? Здесь присутствует поле, и что, если снаружи что-то подгорит? Тогда все это станет намагниченным в одном направлении. Хорошо? Так что, если разобраться, мы выбрали именно такой подход. Как ты мог бы отличить туманность от предаккреционной намагниченности от постаккреционной? Одно из ключевых замечаний, которое нужно сделать, это направление намагниченности взаимно ориентированных подвыборок. Метеориты, намагниченные после аккреции, будут иметь одинаковое направление, в то время как метеориты, намагниченные до аккреции, нет. Все в порядке. Вот тебе и Йене. Это первый метеорит, который упал после аккреции. Кроме того, именно этот объект был измерен в 70-х годах, и люди думали, что в нем содержатся данные о магнетизме туманностей. Таким образом, они как бы извлекли пользу из этих данных о магнитном поле. Это огромная плита. В 1969 году, как раз перед началом эры Аполлона, на Землю упало 2 килограмма этой штуки. И все эти лаборатории по всей территории США были построены для анализа лунных пород. Так что это было крупное событие в космохимии. В общем, в лаборатории оказалось больше доступных материалов, чем во всех предыдущих образцах вместе взятых. Это были включения кальция и алюминия, а также другие материалы, которые были доступны для исследований. Это в корне изменило ситуацию. Люди ездили туда на пикапах и привозили огромные валуны. Это просто удивительно. Этот образец тоже был изучен с помощью магнита. И то, что мы увидели, очень близко соответствует тому, что было раньше. Здесь вы видите все эти каналы и полости. Мы разбили образец на множество разных ориентированных друг относительно друга частей, как для анализа, так и для изучения каналов. Это заняло много времени у моего постдока Лорана Карпа. Мы измерили их намагниченность, понимаете? И в основном все эти разные вещи были направлены в одну сторону, на юго-восток и вниз. Это просто образцы для анализа. Сейчас я покажу вам следующий образец. Среднее направление – вот эта звезда. Когда я говорю образец, это значит, что он состоит из хора и матрицы, которая представляет собой очень мелкую пыль. Эти образцы для анализа – это и матрица, и каналы, смешанные вместе. И мы точно знаем, что намагниченность появилась после аккреции, потому что она направлена в одном и том же направлении, примерно 0,6 граммауса. Мне пришлось перевести все мои цифры из микротесла в гауссы, потому что я знал, что никто не будет доволен, если я скажу Тесла. Простите, я сказал Тесла? Извините. Если я еще раз скажу Тесла, пожалуйста, поднимите руку. Хорошо, если посмотреть на хондры, то они более разбросаны, хотя и образуют скопления в определенном направлении. Но их гораздо больше разбросано. Так что это была основная выборка. А это была гораздо более ограниченная версия данных, которая привела к тому, что в 70-х годах люди предположили, что у хондр есть доаккреционная история магнетизма. И тогда они нашли несколько. Но потом они запутались, потому что вы видите, что поле в этих объектах. Те, которые не направлены в ту же сторону, что и остальные образцы, по сути имеют практически нулевое значение. Так что они запутались. Оказалось, что все эти объекты, которые не направлены в сторону общего фонового поля, по сути не намагничены. А вы смотрите на случайную ложную намагниченность. Только те, которые намагничены в направлении основных образцов, имеют стабильную намагниченность. Понятно? Они разделились на два класса.
Это своего рода континуум. Чем дальше вы отходите от среднего значения, тем слабее становится поле, пока оно не станет практически нулевым. Есть ограничения. Когда мы говорим 0, мы не можем сказать, что это именно 0. Мы можем сказать, что это меньше какого-то очень маленького значения. Так что здесь мы видим, что они очень слабо намагничены, а эти сильно. И они такие же сильные, как и основные образцы, которые образовались в поле 0,6 Гаусс. Хорошо, как мы узнали, что они ошиблись? Во-первых, интенсивность градиента. Но что еще важнее, мы измерили направление намагниченности отдельных каналов, и оно очень неоднородно. Вот два примера. Красный цвет – это 2 пробы из одного трубопровода, а синий – 3 пробы из другого. Так что если вы помните, когда поле равно нулю, то внутри образца магнитное поле распределено случайным образом. Понятно? Слабо намагниченные образцы также не имеют однонаправленной намагниченности. В образце не обнаружено следов магнитного поля. Так что по сути мы говорим о том, что… кстати, это многое объясняет. Этот образец был нагрет до 400 градусов Цельсия на родительском теле. И что еще важнее, в 70-х годах этого не знали. В породе нет ферромагнитных минералов, которые образовались в туманности. Она полностью изменилась. Там нет металлического железа. Оно превратилось в сульфиды перит, сульфиды железа и магнетит, оксиды железа. Поэтому даже при низких температурах в нем не могло сохраниться никаких следов, потому что все исходные минералы исчезли. А когда они перекристаллизовались, они потеряли свои магнитные свойства. Так что все сходится. Получается, что все ограничения, которые были установлены для полей туманностей, в основном на основе метеоритов, пока не могут быть использованы. Насколько я знаю, у нас нет никаких ограничений, даже из астрономических наблюдений, и поправьте меня, если я ошибаюсь. В области планет земной группы, глубоко в диске, где должны действовать магнитные поля и передавать огромный импульс, у нас нет никаких измерений поля. Именно это и побудило меня провести первое исследование. Но сейчас я хочу поговорить о том, что это за запись. Значит, это не туманность. Тогда что это и что это значит? Да? Значит, в этих образцах, на основании которых вы делаете выводы, очевидно, температура была намного выше 400 градусов Цельсия, когда они снова попали в земную атмосферу. Да, в атмосферу. Значит, все эти образцы, о которых вы говорите, подвергались воздействию высоких температур? Отличный вопрос. Я пропустил некоторые моменты, которые мы обычно делаем. На самом деле оказалось, что в этом отверстии мы нашли кусок, который расплавился из-за так называемой плавильной корки. Мы знаем, что поверхность метеоритов нагревается до температуры плавления. И учитывая, что эти вещи находятся в атмосфере всего несколько минут, можно рассчитать время диффузии и глубину нагрева. Таким образом, мы выяснили, что на расстоянии примерно миллиметра от поверхности они были перемагничены. И это нам очень нравится. Хотя вы можете подумать, что это нас беспокоит. На самом деле нам это нравится, потому что мы можем использовать это в своих интересах. Мы берем образцы с самого края. Я немного упростил это. Некоторые из этих образцов именно такие, но я не показал вам направление намагниченности. Мы хотим увидеть, что образцы с краев намагничены в другом направлении, чем внутренние, и имеют другую интенсивность, потому что они сформировались в земном поле. Они намагничены в земном поле. И если мы увидим, что внутренние образцы намагничены в одном направлении, а внешние образцы, которые были нагреты или намагничены в другом направлении, то мы будем знать, что с момента падения на Землю не было никакого процесса, который полностью перемагнитил бы образец. Это называется тестом на запекание. Представьте, что кто-то прикрепил к нему гигантский магнит после того, как он приземлился. Тогда все магнитные поля примерно выровнялись бы. Так что, проведя этот тест на магнитную кору и установив, что край направлен в другую сторону, мы можем доказать, что никто ничего не испортил, что он не подвергался воздействию погодных условий и не намагничивался, находясь в земном поле, и что все наши опасения беспочвенны. Так что это хороший вопрос. Это также говорит нам о глубине нагрева, которая соответствует тому, что я говорил ранее о миллиметре. Мы провели такой тест со всеми образцами. Я просто решил не упоминать об этом, но если бы я вернулся сюда в следующий раз, то, возможно, упомянул бы об этом. Визуализация снаружи соответствует. Интересный вопрос на самом деле. До сих пор мы находили. Они, кажется, разбросаны. Но мы всегда предполагали, что это потому, что они имеют переменную. Эти куски достаточно большие, чтобы у них был как внутренний, так и внешний материал. Поэтому вы видите, что они образуют большой круг,
соединяющие их с направлением внутренней намагниченности. Но теперь давайте я упрощу свой ответ. В основном они однонаправленные, но мы видели несколько образцов, где это не так. Так что мы можем предположить, что объект немного вращался. Да, мы видели это в некоторых образцах. Но в основном они однонаправленные, потому что обычно они попадают к нам и не вращаются. Они имеют одну ось относительно магнитного поля, когда нагреваются. Да, так и есть. Вы достаточно хорошо знаете историю, чтобы знать ориентацию этого образца на момент его извлечения. Вы имеете в виду именно этот блок? Да. Нет, абсолютно нет, да. Так что, по сути, это нечаянный метеорит. Обычно люди не задумываются о магнетизме, когда находят такие вещи. Да, этот эксперимент наконец-то был проведен около года назад. Мои друзья отправились в пустыню Атакама, которую вы, ребята, знаете по другим причинам, верно? И там начали находить тонны метеоритов, потому что это древняя поверхность. И они провели этот эксперимент, потому что они палеомагнетисты. И они действительно, прежде чем поднять его, сориентировали его и все такое. И они увидели, что все метеориты, которые долго пролежали на Земле, были намагничены в направлении магнитного поля Земли в этом месте с правильным наклоном и указывали на север. Было бы здорово, если бы они предоставили нам эти данные, но у нас их нет для большинства метеоритов. В любом случае, проверка на наличие корки плавления, я думаю, является убедительным доказательством того, что это внеземной объект. Так они могли примерно сказать, когда это произошло? Да, потенциально можно использовать это для изучения истории магнитного поля Земли, а это большой бизнес. Они достаточно молодые, потому что не могут долго продержаться на поверхности Земли. Они превращаются в грязь примерно через несколько сотен тысяч лет. Вот что происходит, когда на планете с водой оказывается что-то железное, никелевое или металлическое. Поэтому мы обычно ищем упавшие метеориты, потому что кто-то видел, как они падали. Так они не лежали на Земле и не подвергались воздействию погоды. Кроме того, обычно никто не подходит и не прикрепляет магнит, потому что все знают, что он упал с неба. Так что у метеоритов, которые действительно были найдены, есть много преимуществ. Хорошо, а что насчет этой записи, этой однонаправленной намагниченности? Она постаккреционная, но допланетарная, как мы только что выяснили. И я думаю, что можно понять, когда она появилась на родительском теле. У нас есть радиоуглеродный возраст. Это преимущество изучения метеоритов. Опять же, еще одно преимущество, если вас интересуют туманности, это очень точный радиоуглеродный возраст, который позволяет определить время появления намагниченности с помощью различных хронометров, радиоизотопных хронометров. Получается, что эта штука образовалась примерно через 9 миллионов лет после формирования Солнечной системы. Я говорю о самых старых известных объектах Солнечной системы, включениях кальция и алюминия, которые, как считает большинство людей, образуются очень быстро после коллапса молекулярного облака. Похоже, что она образовалась довольно поздно, вероятно позже, когда, как мы думаем, большинство этих дисков уже исчезли. То есть, по статистике, к тому времени туманность, скорее всего, уже рассеялась. Примерно через 4 миллиона лет после коллапса, после звездообразования, исчезает более 90% дисков. Вот что я только что сказал. И суть в том, что астероидная динамо может работать еще 100 миллионов лет или больше. На самом деле есть очень интересная статья о сроке службы астероидного динамо. Когда я выступал с докладом в отделе ЭПС несколько лет назад, в аудитории были два аспиранта, и они заинтересовались этим. Они вместе написали довольно интересную статью о том, как долго могут существовать магнитные поля астероидов. И они считают, что это должно быть довольно короткое время. Поэтому по этому поводу ведутся споры. Но точно дольше, чем в туманности. Хорошо, и так мы говорим о том, что не можем найти достойного объяснения этому намагничиванию, кроме того, что оно было получено на этой фотографии, которую Джон Вуд опубликовал или не опубликовал в своей докторской диссертации в 1958 году. Так что я не знаю, обрадуется он этому или нет. Я что, просто выключил свет? Ого, круто. Вот и все. Извините. Было бы забавно, если бы здесь была кнопка, чтобы выключать свет и все остальное. Итак, это идея о том, что, возможно, эти хондриты образуют внешний реликтовый нерасплавленный слой дифференцированного тела. Хорошо, мы пока опубликовали только один образец, но было бы неплохо посмотреть, сможем ли мы увидеть это на других образцах.
И теперь у нас есть несколько других хондритов. Они из разных мест. Предполагаемая глубина разная. Некоторые из них были нагреты до более высоких температур, а некоторые до более низких, чем в тот день. И мы можем это увидеть. Мы можем определить пиковую температуру метаморфизма, посмотрев на направление магнитного поля на намагниченность. Потому что, когда мы нагреваем камень до этой пиковой температуры, он размагничивается, если предположить, что именно тогда он намагнитился. У меня нет времени вдаваться в подробности, но что важнее, мы видим это на каждом изученном нами хондрите. Вот еще два. Это еще один хондрит Аллен Хиллс, а это парень по имени Каба. Ну, похоже, это довольно убедительная гипотеза, основанная на множестве примеров. Но вопрос в том, как мы можем проверить эту идею. Я имею в виду, что метеориты устойчивы. Они удивительно устойчивы к этой идее, хотя, на мой взгляд, она имеет смысл. И они говорят, ну, а где образцы из расплавленного ядра? Я хочу сказать, что у нас есть несколько возможных примеров. Проблема в том, что когда мы классифицируем метеориты, мы смотрим на множество разных характеристик, а затем распределяем их по разным категориям. И это нужно как-то делать. Но если они видят ахондрит, они не будут относить его к категории CV. Вот в чем дело. Если они видят железный метеорит, они не будут относить его туда, понимаете? Вопрос в том, есть ли способ найти эти вещи. И я думаю, что есть один CV-хондрит, который был нагрет до такой высокой температуры, что он почти расплавился. И оказалось, что его изотопный состав кислорода соответствует этому полю CV. Понятно? У нас есть образец, который был нагрет почти до температуры плавления и относится к полю CV. И что еще более важно, в то же время, когда я только начал говорить об этом, парень по имени Саша Кро из Гавайского университета начал очень внимательно изучать CV-хондриты, чтобы проверить эту идею. И суть в том, что некоторые из них так называемые брекчии. Получается, что они как бы состоят из обломков, которые образовались из уже существовавших пород, которые были раздроблены и собраны заново. И, возможно, вы могли бы увидеть фрагмент из глубинных слоев. А потом он обнаружил, что все эти вещества по сути являются продуктами термального метаморфизма из глубинных слоев тела, возможно, даже частично расплавленными. И если нанести их на график, их состав совпадает с составом нерасплавленных пород, которые находятся в по сути углеродистых хондритах. Так что теперь у нас есть образцы чрезвычайно метаморфизованных, возможно, даже частично расплавленных материалов в тех же самых образцах, которые, как все думали, не подвергались плавлению при очень низких температурах. А потом оказалось, что есть еще один класс хондритов, называемых сикей-хондритами, еще одна из этих странных вещей. Считалось, что они из другого тела. И в отличие от всех остальных углеродистых хондритов, у них есть это число. Это число, если вы слышали о CV3CI1, означает, насколько сильно они были нагреты. Чем выше число, тем сильнее они были нагреты. Так что это был единственный класс хондритов, так называемые сикей-хондриты, которые нагревались до температуры плавления самого высокого возможного числа. И есть несколько групп ученых, которые теперь утверждают, что это действительно так. На самом деле сикей-хондриты — это просто нагретые CV-хондриты. Так что буквально через 1,5 года после того, как я рассказал об этой идее с намагниченностью и метеоритами, появилось огромное количество доказательств того, что по крайней мере эти вещества были нагреты почти до температуры плавления. Они являются основными хранилищами самых примитивных материалов Солнечной системы. Ну, я думаю, что уже все согласны с тем, что эти вещи по крайней мере нагреваются до температуры плавления при метаморфизме. Вопрос в том, есть ли расплавленная порода, которая, как мы можем сказать, образовалась внутри. Это был бы самый надежный способ. Так что если мы копнем глубже, найдем ли мы там что-нибудь? Я бы сказал, что пока у нас есть некоторые косвенные, но не очень убедительные доказательства. Есть две возможности. Есть группа так называемых полоситов. На мой взгляд, это самые впечатляющие из существующих метеоритов. В Гарварде. Если вы еще не были там, один богатый человек подарил свою коллекцию полоситов Минералогическому музею и Музею естественной истории. Это просто невероятно. Знаете, если вы их раньше не видели, это металлические метеориты с кристаллами оливина ювелирного качества. Они похожи на средневековые витражи, если посмотреть на них на свету. В любом случае, у вас есть очень-очень хорошая коллекция, которую вам всем стоит посмотреть. Вот этот немного заржавел. Не пугайтесь, это кристалл оливина в металлической оболочке. Важно то, что некоторые считают, что они могли образоваться на границе ядра и мантии астероида.
Там много металла, который образовался в ядре и смешался с силикатной мантией. Это вызывает споры. Но опять же они попадают в поле CV. И еще один, о котором я не успел рассказать, был только что обнаружен. Это метеорит НВА. Пожалуй, самая большая революция в области изучения метеоритов заключается в том, что на северо-западе Африки, в Сахаре, находят миллионы метеоритов. В общем, кочевники поняли, что черные камни, лежащие в песках пустыни, стоят больших денег. И как я уже говорил, поиск метеоритов – это что-то вроде краудсорсинга, который уходит корнями в древность. Как и в случае с сети, это не было придумано кем-то одним. Это люди, которые просто ходят и собирают все подряд. Вот почему у нас есть столько отличных образцов. Большинство из них бесполезны, но иногда попадаются по-настоящему ценные экземпляры. Этот метеорит нашли на северо-западе Африки и передали коллекционеру. Он выглядит как силикатная порода, чистый оливиновый камень, и снова он находится в поле CV. Это не доказывает, что он из тела CV, но по крайней мере это интересно. До этого случая в этой области не было ни одного известного метеорита. Так что, может, вас это и не впечатляет, но еще несколько лет назад там ничего не было, кроме, возможно, палисадов станции «Орел». Ну ладно, похоже, ситуация меняется. Хорошо, что все это значит. Тогда я закончу. Я утверждаю, что, скорее всего, есть какая-то преемственность. Это логично. Они плавятся изнутри. Наружная поверхность излучает свое одиночное Т на 4-ю степень, оставаясь холодной. Внутри горячо, понятно? Почему температура должна подниматься только до уровня чуть ниже точки плавления? Почему все объекты нагреваются до определенной температуры, а потом нагрев отключается как раз когда начинается плавление? Это же не имеет смысла. Но люди, которые с этим спорят, говорят, что это не глупые аргументы. Они говорят, что если бы это действительно плавилось, то вещество просто прорвалось бы сквозь кору и разрушило ее. Так что этого не происходит. Это может быть инородным, но это не длится долго. Или другие люди говорят, что столкновение разрушит эту тонкую кору. Так что опять же это не будет продолжаться. А еще говорят, что вы не нашли никаких примеров расплавленных пород внутри хондритов. И это правда. Так что есть способы проверить это. Но я думаю, что это имеет смысл. И никто не смог придумать достойного объяснения палеомагнетизму хондритов. На самом деле сейчас есть другие группы хондритов, в которых мы наблюдаем то же самое. Так что следите за новостями. Хорошо, это одно из интересных последствий. Помимо того, что это говорит нам о других объектах Солнечной системы, о которых мы можем беспокоиться, о таких потерянных планетиземалях. Какими они были? В некотором смысле у вас никогда не будет частично дифференцированной планеты. Они полностью расплавляются из-за гравитационного формирования. Энергии формирования достаточно, чтобы полностью расплавить тело. Но у небольших тел могут быть промежуточные стадии. Но я хотел сказать, что поскольку мы думаем, что планетиземали расплавляются, у них недостаточно гравитационной энергии формирования, но они формируются достаточно рано. Пока, скажем, алюминий-26 еще активен, и тогда они расплавляются из-за радиоактивного нагрева. Это экспоненциальный источник тепла, верно? Он уменьшается по экспоненте со временем, как и любая радиоастрономическая система. Поэтому, если формирование происходит чуть позже, то нагрев почти не происходит. Поэтому в тех тепловых моделях, которые были созданы, было обнаружено, что если формирование происходит мгновенно, если тело сразу вырастает из пылинки до размеров в 100 километров. Скажем, через 1,5 миллиона лет после образования Солнечной системы. Это примерно 2 или около того периода полураспада алюминия-26. Вещество полностью расплавится и превратится в шар из расплавленного металла. Но если формирование происходит позже, скажем, через пару сотен тысяч лет, то вещество не расплавится, даже если оно сразу вырастет из пылинки до размеров в 100 километров. Это потому, что алюминий-26 очень быстро остывает. Это важно. Мы думаем, что единственный способ, которым это может произойти, это когда снаружи вещество не расплавится, а внутри останется расплавленным. Это если формирование происходит не мгновенно, а постепенно, что, конечно, должно быть так, верно? Это не может произойти мгновенно. Это накладывает некоторые интересные ограничения. Это говорит о том, что эти объекты могли расти в течение сотен тысяч лет, и точное число нужно рассчитать. Но это очень интересно, я думаю, для тех, кто размышляет о том, как преодолеть барьер в 1 метр, и какие нестабильности могут быть причиной роста объектов размером в километр.
Многие из этих нестабильностей, знакомые с этой проблемой, подразумевают очень быстрый рост. Но вопрос в том, сохраняется ли это на протяжении всего процесса формирования планетиземалий, или это происходит только тогда, когда они преодолевают барьер метеоритов. В этом есть много интересного. Это говорит о том, что формирование планетиземалий, по крайней мере в диапазоне десятков километров, было, может быть, более постепенным, чем мы думали. И дело не только в постепенности. Это говорит о том, что нестабильность могла сыграть свою роль. Ладно, это то, что я только что сказал. Это должно было начаться до 1,5 миллиарда лет назад, а потом, возможно, продолжаться несколько сотен тысяч лет. Это то, о чем я говорил за обедом. У нас нет достоверных данных о полях в туманностях, хотя я сказал за обедом, что, по-моему, у нас есть образец, который действительно содержит их. У нас есть образец, который не подвергался метаморфизму и водной обработке. Мы извлекли из него проводники. Они не намагничены в одном направлении, но внутри каждого проводника они намагничены в одном направлении. И мы получаем прямые данные о полях из туманности, которые, как мы думаем, исходят от этой породы. Это интересно, потому что похоже на то, что можно было бы ожидать, если бы вы верили в роль магнитных полей в переносе массы и импульса, то есть в значениях, которые, по вашему мнению, должны были быть. Так что я не буду об этом говорить, потому что, как я уже сказал, мой студент расскажет об этом 4 декабря. Конечно, это еще одна интересная вещь, так что я даже не. Я не успел рассказать об этом, но, на мой взгляд, одна из самых больших проблем в изучении метеоритов – это то, что я называю проблемой выборки астероидов. Если посмотреть на все известные метеориты в мире, то получится, что существует около 100-120 отдельных родительских тел. Я имею в виду, что это не 120 метеоритов, конечно, их гораздо больше. Но если разделить их и спросить, сколько тел было ответственно за образование этой коллекции? Около 100, да? И что интересно, большинство этих тел – ахондриты, то есть расплавленные тела. Например, только железных метеоритов около 80. Железные метеориты составляют большую часть разнообразия родительских тел. А есть еще хондриты. Известно всего около 15 родительских тел хондритов. Почему это так странно? Потому что если посмотреть на астероидный пояс, то спектральный анализ поверхности астероидов показывает, что только очень небольшое количество астероидов выглядит расплавленными. Это крошечная доля. И кажется, что разнообразие ахондритов, то есть тел, которые подвергались плавлению, образованию ядра, вулканизму и тому подобному, не соответствует тому, что мы видим в астероидном поясе. Большинство из них выглядит как обычная космическая пыль. Веста была исключением. Как такое могло произойти? Одна из идей, основанная на том, насколько распространены частично дифференцированные тела, заключается в том, что в астероидном поясе есть скрытое разнообразие магматических пород, которое маскируется поверхностными слоями. Но мы не уверены. Сейчас нет никаких доказательств, но я просто высказываю эту идею. Да. Есть вероятность, что это были небольшие астероиды, которые дают нам метеориты, крупные, которые мы наблюдаем. Это возможно. Маленькие астероиды, все маленькие астероиды, которые мы видим сегодня, скорее всего, являются обломками чего-то большего. Забавно, что маленькие объекты не могут долго существовать, потому что они разрушаются при столкновении. Вокруг достаточно крупных объектов, которые быстро разрушаются. Поэтому маленькие объекты, которые мы видим сегодня, скорее всего, являются остатками чего-то большего. Это просто идея. Есть и другая возможность, о которой вы говорите. Некоторые предполагают, что раньше существовала доминирующая популяция. Я думаю, вы говорите о хондритовых родительских телах, но потом они были уничтожены. Да. Хорошо, давайте рассмотрим мою идею хотя бы во второй раз. Можем ли мы найти что-нибудь из этого? Это тот парень, которого я видел у вас в дверях. Это Люциция. В прошлом году Веста была самым большим из известных астероидов, который посетил космический корабль. И это был первый объект, который посетил зонд Розетта в 2010 году, самый большой астероид, который мог бы уцелеть с неповрежденной структурой. Другими словами, его среднее время столкновения. Это среднее время, за которое тело сталкивается с чем-то настолько катастрофическим, что образуются фрагменты, масса которых не превышает половины первоначальной массы. Вот как это определяется.
Это первый объект, среднее время столкновения которого превышает возраст Солнечной системы. Это довольно крупный объект, который, вероятно, сохранил свою первоначальную структуру. Интересно, что они смогли определить его массу и, следовательно, плотность. Вот сравнение с другими астероидами, которые уже посещали. Как видите, он довольно большой. Тогда Веста могла бы взять его. Итак, плотность лютеции примерно равна плотности астероида Веста. Но если посмотреть на все эти метеориты, то они представляют собой нечто, что не имеет значения, но их можно рассматривать как отдельные тела. У нас есть спектральный состав, лабораторные спектральные измерения этих метеоритов. Есть данные радаров. На самом деле у нас нет данных радаров, но они есть для астероидов. Плотность поверхности, как вы знаете, определяется по спектральным данным. Но если посмотреть на полариметрические данные, полученные с помощью инфракрасной спектроскопии, то можно сказать, что они соответствуют тому, что мы знаем о лютеции. Короче говоря, единственное, и это не только мое мнение, это то, что команда Розетты и научное сообщество в целом пришли к такому выводу. В общем, он не похож ни на один астероид, хотя его плотность соответствует плотности крупного объекта. Он похож только на два типа хондритов, у которых 5 разных родительских тел L, КВК и КХ. Дело в том, что углеродистые хондриты, по крайней мере, слишком рыхлые для того, чтобы объяснить это. Если бы мутезия была сделана из них, то энстатитовые хондриты были бы достаточно плотными. Но если допустить, что астероид имеет какую-то макропористость, а не просто пустое пространство, что, как мы считаем, обычно встречается у астероидов, то многие из них просто представляют собой груду обломков. И это так. И у них, конечно, есть шероховатая поверхность с реголитом. Как только вы допускаете наличие какой-либо типичной макропористости, которую мы видим у астероидов, все эти вещи быстро отпадают. Поэтому мы предполагаем, что эта лютеция, которая безусловно имеет поверхность, похожую на хондрит, могла быть одним из этих частично дифференцированных тел, у которого было плотное ядро. Ладно, почти закончили. У меня нет времени говорить об этом, но похоже, у нас теперь есть много маленьких тел, которые генерируют магнитное поле. И, как я уже говорил, это довольно интересно. Мы хотим подумать о том, как генерируются магнитные поля. Процесс, с помощью которого генерируются поля, это, конечно, индукционный процесс движения жидкости. Итак, позвольте мне закончить, сказав, что у нас есть доказательства существования магнитного поля в родительском теле. Похоже, что, на мой взгляд, существует естественный континуум конечных состояний дифференциации. Что касается планетоземальных магнитных полей, то они повсюду, насколько мы можем судить. Наконец-то мы нашли пример чего-то, что не намагничено. Это может иметь много интересных последствий для таких вещей, как проблема родительского тела метеорита. Почему существует такой разрыв между разнообразием хондритов и кажущимся отсутствием разнообразия магматических пород в поясе астероидов? У нас нет никаких очевидных ограничений на поля туманностей, хотя, как я уже сказал, на самом деле у нас есть. У нас действительно есть кое-что на подходе. И это еще не все. Я не включал это здесь, но я думаю, что из этого можно кое-что сказать о временных масштабах аккреции. То, насколько распространены эти частично дифференцированные тела, расскажет нам кое-что о периоде продолжительности времени, необходимом для привлечения планеты Земли размером примерно в 100 километров. Большое тебе спасибо. Пришло время задать вопросы. Так что, возможно, я неправильно понял то, что ты говорил о последней футболке. Это выглядело не очень экспериментально, но звучало так, будто тебе нужно было как-то дифференцировать ее. Да, это так. Ты можешь сделать это так, чтобы она не попала в сферу притяжения? Верно, хороший вопрос, да. Так вот, мы считаем, что эта штука слишком мала для гидростатического равновесия, чтобы превратиться в сферу. Вот так. Даже в самом начале своего развития она нагревалась. Да, на самом деле есть человек, который занимается тепловым моделированием, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. Так что предположим, что у него расплавленная внутренняя часть, а затем менее вязкая и более вязкая внешняя поверхность, это и есть метаморфозы. Примет ли он сферическую форму? И они еще не опубликовали свои результаты, но их общий вывод заключается в том, что на самом деле этого не требуется. Но да, это интересный вопрос. Если эта штука изначально была сферической, то этого можно было ожидать. Но нет никаких оснований полагать, что она должна быть сферической, если только она не была полностью расплавлена. Тогда ты, возможно, задашься вопросом, почему мы не видим никакого воздействия из глубины.
У меня сложилось впечатление, что с химической точки зрения существует множество свидетельств сложной термической истории метеоритов, которые некоторые интерпретируют как, возможно, отражающие их миграционные орбиты на ранних этапах существования протопланетной системы. Другими словами, вы знаете, что в какой-то момент эти тела находились гораздо ближе к звезде, чем позже. И мне интересно, можно ли что-то добавить к этому, основываясь на изучении магнетизма? Расположение этих тел. Да, Ну, я уже говорил вам об этом раньше. И мой студент может рассказать об этом подробнее, так что я не хочу его перебивать. Но поля, которые мы предполагаем, намного слабее, чем, скажем, модель формирования каналов, которую предложил Фрэнк Шу. Так что есть способы. Здесь есть информация. Не так просто взять данные о магнитном поле из метеоритов и сразу же сделать вывод о том, каким было поле в туманности, потому что процессы, в результате которых образуются каналы, могут влиять на фоновое магнитное поле. Например, есть предположение, что каналы образуются из ударных волн, которые сжимают газ, нагревают пыль и плавят ее. Это должно влиять на магнитное поле. Так что нужно быть осторожным с нашими измерениями поля интенсивности. И об этом он будет подробно рассказывать. Но это так. Я думаю, что есть способы проверить это. я даже не думал о магнитном поле туманности, а только о том, как нагревалось это тело по мере его движения из внутренней части Солнечной системы. Вот. Я не знаю. На самом деле метеоритов очень мало. Да, большинство людей считают, что нагревание происходит из-за радиоактивного распада, а не из-за близкого расположения к Солнцу. Я не знаю, как долго они там находились, но я не слышал, чтобы кто-то приписывал метаморфизм прямому нагреву от Солнца. И я уверен, что есть доказательства против этого. Теперь я вспомнил. Хотел бы я, чтобы это было возможно, если бы я мог быстро это проверить. На самом деле есть некоторые доказательства против этого. И если я вспомню, то расскажу вам позже. Конечно, есть люди, которые рассматривали эту идею, и есть важные доказательства, которые говорят о том, что это не основной источник тепла. Но сейчас я не могу вспомнить, так что да. Можно ли датировать эти метеориты по радиоактивным веществам, не разрушая их? Да, ну, разрушение зависит от того, что вы называете этим словом. Мы не разрушаем их, мы просто собираем их и помещаем в наш магнитометр. Так что они в каком-то смысле любят нас. Да, поэтому им приходится разрушать тот кусок, который они датируют. Так что да, это ответ. Но это может быть всего 20 миллиграммов. Это нормально? Вы это делали? Я этим не занимаюсь, но многие это делали, и мы полагаемся на их ограничения. Чтобы показать разнообразие возрастов? Да, мы работаем только с метеоритами, возраст которых очень древний. Это система аргон-аргон, система уран-свинец и хронометр йод-ксенон. Это просто еще одна короткоживущая радиосистема, которая действовала в течение первых нескольких десятков миллионов лет существования Солнечной системы. Так что я специально не вдавался в подробности. Избегайте тех, у которых молодой возраст, потому что это значит, что они были подвержены воздействию с тех пор. Да, это очень важно. Мне просто интересно, что вы сказали. Во-первых, вы сказали, что некоторые из метеоритов, найденных в Чили Атакаме, прилетели с Весты. Я не знаю, нашли ли они там какие-нибудь эвкриты. Думаю, что нет. Ну, вы сказали, что они прилетели откуда-то. Это правда. Они не прилетели с другой планеты. Мне было интересно, на чем основано это предположение. Это было сравнение спектров? Это было уникальное свойство, которое они могли определить. Это очень характерная полоса поглощения пироксена и оливина, в отличие от любого другого объекта. Есть класс астероидов 5 типа. Я не знаю, есть ли у вас здесь специалист по астероидам Франческо Демио. Да, у них очень характерные спектральные полосы. И это известно с 70-х годов. Рик Бенза тогда работал в моем отделе, если не ошибаюсь, потому что он видел, как кусочки Весты разлетаются в космосе от Весты до резонанса среднего движения с Юпитером, соединяясь как конвейерная лента с резонансом среднего движения, который является нашей основной системой доставки метеоритов. У них очень характерные спектральные свойства. Когда люди это увидели, большинство не поверило. На самом деле это месторождение поставляет нам метеориты. Еще один вопрос, скажите мне. Разве некоторые метеориты не происходят от комет, а не от астероидов? Если бы мы могли убедить себя, что что-то произошло от кометы,
то знаете, я бы ожидал, что есть межпланетные частицы пыли, которые, как многие считают, являются фрагментами комет. Но есть некоторые углеродистые хондриты, происхождение которых люди оспаривают. Так что они должны быть. Но как однозначно отличить их от углеродистых астероидов, я не знаю. Я думал об этом, но я не уверен. Я не думаю, что кто-то придумал, как это сделать. Но мы наверняка найдем образец кометы, если еще не нашли. Он, вероятно, есть в наших коллекциях, просто мы не знаем, какой именно. Да. Хорошо, давайте еще раз поблагодарим Бена.